Спасибо большое. После небольшого перерыва, но он начнется не прямо сейчас, а спустя еще какое-то время, вашему вниманию будет предложен мультимедийный проект «Дракон», который я обещал с самого начала. Дракон. Жила-была одна маленькая девочка. Все как у других детей. Заботливые родители, уютный дом, кот. Отличие заключалось в том, что она смотрела на мир чуть более широко открытыми глазами, чем остальные люди, и, может быть, поэтому больше видела. А еще она верила в сказки. Не во все. Только в добрые, а про злые она думала, что люди, их написавшие, что-то перепутали, или были больны, или приговорены к казни. Однажды родители взяли ее с собой в лес. Сначала она держалась рядом с мамой, а затем, заметив какое-то движение в чаще, отходила все дальше и дальше. Она не заметила, как углубилась в самое сердце леса, шла, слушая беззаботные песни птиц, собирала цветы, которые становились все причудливее и красивее. Она не заметила, что пересекла границу мира людей и вошла в мир волшебства. В мире людей стемнело, родители долго и безуспешно искали ее. Ночью все мужчины окрестных деревень бродили с факелами по лесу. Но граница мира волшебного была закрыта. Шла она, шла, любовалась причудливыми растениями, ела ягоды и, наконец, устав, решила отдохнуть. Но земля была холодной, трава в росе, а лазать по деревьям она не умела. Вдруг кот, который шел все время рядом с ней, вырвался вперед, как будто указывая дорогу, и уверенно побежал к скалам. Девочка удивленно пошла за ним. Подойдя к скалам поближе, она почувствовала, что камни теплые. «Наверное, нагрелись сзади», — подумала усталая девочка и не стала размышлять об этом дальше, выбрав место поудобнее. Глубокий сон сморил ее. Не знала она, что под этими камнями в пещере на груди золота спит дракон. Струи пламени вырываются из алых ноздрей, отблески золотого огня дрожат и переливаются на драгоценной чешуе. И не знает дракон, самое прекрасное существо в двух мирах, что наверху, свернувшись калачиком, на древней раковине, пригретый теплом его огня, доверчиво спит человеческий ребенок. Прошла ночь во времени волшебного мира и сотни лет во времени мира людей. Память об исчезнувшей девочке и имя ее исчезли из умов людей. Дракон пробудился, колыхнулась поверхность скал, где-то вдали прогремел горный обвал, вызванный движением могучего существа.
Все обитатели волшебного мира узнали о пробуждении дракона и о начале нового дня. Сноп искр и пламени вырвался на поверхность земли. Яркая вспышка разбудила девочку. Она открыла глаза и увидела того, кого немногим из ее соплеменников удается увидеть. Надо заметить, что дракон наделен способностью принимать различные облики, самые невообразимые. Этим, видимо, и объясняется путаница в описаниях драконов авторов различных бестиариев и трудов об этих существах. Итак, перед ней дракон предстал в своем настоящем обличии, ибо не мог представить, что кто-либо из обитателей волшебного мира осмелится приблизиться к его жилищу в столь ранний час, без приглашения, а уж гости из мира людей никогда не забредали в эти края. Никогда девочка не видела никого ужаснее и прекраснее этого существа. Он был похож на скалу, озаренную первым утренним лучом, и на луч солнца, упавший на осколок горы. Он был как морская волна, разбивающаяся о берег, и как свет звезд, отражающийся в спокойной воде. Его голос был подобен раскату грома и мелодичен, как пение сотен соловьев в ее мире. Он говорил на древнем языке Вселенной, понятном всему живому, и каждое его слово падало на землю, как жемчужина, а затем уносилось в небо, как испуганная птица. «Здравствуй, ты звезда?» — спросил дракон. Дракон существовал всегда. Он помнил рождение Солнца и смерть Луны. И жизнь существ, обитавших рядом с ним, была столь скоротечна, что он никогда не подозревал об их существовании. Он не знал, что за границей мира волшебства одна раса людей сменяет другую. Для него границ не существовало. Когда он пересекал эту несуществующую границу, людям казалось, что надвигается неслыханная по силе гроза, но дождя не было. Лишь грозной и прекрасной молнией взывалось в небо совершенное создание и сотрясало землю жизнеутверждающая песнь дракона, сравнимая с раскатами грома. Он не знал, кто такие люди. Перед сном он разговаривал со звездами и договорился о встрече с одной из них на окраине Вселенной, ибо звезды и драконы живут в одном ритме, в одном дыхании вечности, а людская жизнь составляет 100-тысячную часть этого дыхания. Поэтому люди и драконы так мало знают друг о друге. «Нет, я не знаю», – растерянно сказала она. Девочка совсем не была напугана. Ее удивление было схоже с удивлением ученика, впервые получившего золото из ртути, с удивлением крестьянина, впервые попавшего в самый прекрасный музей мегаполиса, с удивлением бабочки, свыкшейся с мыслью о жизни в коконе и внезапно обретшей крылья. Что же испытывал дракон, услыхав ответ ребенка и осязая ее чувства, вызванные его появлением? Драконы способны к сопереживанию, если, конечно, не заняты поисками золота для пополнения своих кладовых. В его языке не было таких слов. Он искал аналогии, подбирал схожие по звучанию. Слова «нет» для него не существовало. Он знал все. По крайней мере, ему так казалось. «Таких слов не существует в моем мире. Для меня все открыто», — сказал дракон и засомневался в этом, глядя на девочку. И это чувство было для него совсем новым и неизведанным. Оно скорее понравилось ему. Это было похоже на полет по краю Вселенной, на качание в межвремени, где нет будущего и нет прошлого, где даже драконы подвергаются опасности исчезнуть навсегда. Но опасности, стоящая перед ним, не излучала. И страха у нее не было, и любопытства, только широко открытые глаза и совершенно незнакомое дракону тепло, идущее. «Покажи мне свой мир», — попросила она. Дракон прищурил золотистые глаза, вспомнив, наконец, кем он является, а
очнулся от сна окончательно и пристально взглянул на ее прошлое и будущее. Многое открылось ему в этот миг. Ничего не ответил дракон, лишь послушно распрямил крыло, аккуратно поднял ее с земли и взмыл в облака, унося драгоценную для него ношу навсегда из мира волшебства в мир, где одинаково равны люди, звезды и драконы.